Мало кто среди нас не опробовал плоды этого стройного дерева. Для детей это вкусное лакомство, для бедуинов признак оазиса, а для жителей Африки и Востока заслужили репутацию хлеба пустыни. За калорийность, универсальность и целебное свойство. Речь идет о заморском, но столь обычном для нас госте из жарких стран – финике. Плоды финиковой пальмы культивируются еще с 6-го тысячелетия до нашей эры. Финик – один из самых сладких фруктов на планете. Хотя эти плоды можно есть в свежем виде, но чаще их сушат как изюм или чернослив. И что самое уникальное в этих плодах, их полезные свойства сохраняются в любом виде. Изображения фиников встречаются на настенных росписях египетских пирамид. Принято считать, что родина финиковой пальмы – берега Ефрата, территория современного Ирака. Меж тем, есть убедительные свидетельства, что этот фрукт знали и любили еще жители Древнего Египта, которые делали из этих плодов вино. Со временем благодаря торговцам финики распространились по юго-западу Азии, к северу Африки, по Европе, а затем добрались до американского континента. Сегодня известно очень много видов этого растения, которые благополучно растут во многих странах с приемлемым для них климатом. Только в Ираке выращивают почти 100 видов фиников. В зависимости от концентрации в плодах глюкозы, сахарозы и фруктозы. Их делят на 3 группы – сладкие, очень сладкие и несладкие. Финик в популярной литературе нередко называют хлебом пустыни, отмечая его сбалансированный состав, в который включается комплекс большинства витаминов и минералов, необходимых человеку для жизни. Восточные легенды рассказывают о том, как люди без особого вреда для здоровья годами питались только финиками и водой. Подобная оценка финика во многом мифологизирована, но в целом плоды финиковой пальмы действительно сочетают целый ряд микро- и макроэлементов. Эти сладкие плоды чрезвычайно полезны для человеческого организма, поскольку являются исключительным источником витаминов, минералов и клетчатки. Кальций, железо, калий, фосфор, магний и цинк. И это еще не все нутриенты, запасы которых легко восстановить, употребив всего лишь несколько плодов финиковой пальмы. Считается, что в составе фиников содержится около 15 минералов, в том числе и селен, известный своими антираковыми свойствами, а также 23 вида аминокислот. Некоторые из них уникальны и не встречаются больше ни в каких других фруктах. Килограмм фиников – это более 3000 килокалорий. При такой энергетической ценности фрукты, конечно, трудно назвать диетическим продуктом, который способствует похудению. Чаще его вводят в рацион с противоположной целью. Для людей с недостатком веса, ослабленных, с недостаточно развитой мускулатурой финики – лучший выбор. Сборку обычных сортов выполняют, срезая целиком грозди. Сборщики фиников взбираются по стволу пальмы на ее вершину, там срезают созревшие финики и спускают их вниз. Так вручную собирают финики в большинстве стран Африки. Конечно, это очень тяжелый труд, и выполнить его могут только физически сильные люди. В богатых странах, таких как Саудовская Аравия, Израиль, в Калифорнии и США, на плантациях фиников используют различные механизированные приспособления и даже специальные машины, благодаря которым сбор осуществляется быстрее и безопасней. Это различные выдвижные лестницы, а также мобильные подъемники с площадками для сборщиков. Финиковые пальмы начинают давать урожай в возрасте от 5 до 8 лет и дают с одного дерева порядка 8-10 килограммов фиников. Но уже с 13 лет пальмы начинают приносить 60-80 килограммов, а некоторые сорта еще и больше. Так урожайность сорта Дёглет Нур в Калифорнии и США составляет 11-17 тонн с гектара. За время роста финики проходят 4 стадии роста и созревания. В первую стадию, через 17 недель после опыления, финики формируются, но еще совсем зеленые. На 80% состоящие из воды и горькие на вкус. Вторая стадия наступает по истечении следующих 6 недель. Фрукты достигают полного размера и приобретают окраску, соответствующую сорту. В зависимости от сорта финики становятся желтыми, оранжевыми или красными. В них увеличивается количество сахарозы. Третья стадия наступает еще через 4 недели, когда наступает первая зрелость. В это время финики становятся мягкими, обретают светло-коричневый окрас и становятся практически готовыми к уборке и сушке. В это время собирают некоторую часть урожая, идущего в пищевую промышленность. Четвертая стадия наступает еще через 2 недели. В это время финики подсыхают. Их кожура становится грубее и плоды темнеют, приобретая полную зрелость. Тогда и начинается массовый сбор урожая.